Всем привет! Пробежимся по главным транспортным новостям за последние 2 недели. Берлин испытывает трудности с приемкой новых электробусов от нидерландской фирмы Ebusco. Почти все заказанные 90 12-метровых электрических автобусов должны были прибыть в столицу Германии до конца минувшего года. Однако компания столкнулась с перебоями в цепочке поставок комплектующих, и планы поменялись. Кроме того, специалисты берлинского транспортного оператора BVG нашли множество дефектов в электробусе Ebusco, первичную сборку которого осуществили в Китае, а дособрали уже в Нидерландах. В претензиях речь шла о ржавчине и неправильных сварных швах кузова. Сейчас в Берлине работают 138 электробусов, однако объявленный план электрификации общественного транспорта вследствие возникших проблем может затянуться. И проблемы не только с электробусами. Власти Берлина отказались от стратегии по возвращению троллейбусов, которая предполагала поставку почти 200 вместительных троллейбусов для работы на 15 линиях вместо автобусов. Всему виной бюрократия и саботаж, а также весьма странные надежды чиновников на решение проблем с будущими поставками электробусов и их эксплуатацией. Чиновники действительно опасаются, что вышеуказанные факторы точно отсрочат предполагаемую дату полного перевода автобусов Берлина на электротягу. Новокузнецк получил первые из 19 новых троллейбусов от Уфимского трамвайно-троллейбусного завода. Поставка профинансирована федеральной программой в сфере экологии. Город за счет новых машин почти завершит обновление троллейбусного парка. Кроме того, 9 из 19 новых троллейбусов оборудованы аккумуляторами для увеличенного автономного хода. Это уже не новшество для города, поскольку подобные машины здесь уже эксплуатируются. Но новая поставка троллейбусов нужна для запуска нового маршрута, ради которого в ближайшее время должно начаться проектирование полностью новой троллейбусной линии с подстанцией. Подстанция нужна, поскольку линия не будет физически связана с остальной троллейбусной сетью города. Ее функцией будет подзарядка аккумуляторов троллейбусов на предполагаемом новом маршруте. Помимо троллейбусов, Новокузнецк получает еще и новые трамваи, опять же благодаря федеральным программам. Город Нанси во Франции завершает эксплуатацию Транслора. Речь идет о троллейбусе, который на определенном отрезке пути может следовать по металлической направляющей. Система, открытая 22 года назад, вскоре уступит место обычным автобусам. Но это не все. С 2024 года по единственному маршруту Транслора в Нанси поедут трехсекционные троллейбусы швейцарской фирмы Hess. Таким образом, в город вернется полноценный троллейбусный транспорт, который был здесь до 1999 года, и его ликвидация явно была ошибкой. Сейчас Транслор в Нанси практически выработал свой ресурс, поэтому до прибытия троллейбусов он явно доработать не сможет. Речь идет о Транслоре, который был спроектирован концерном Bombardier. Такие же транспортные средства работали во французском городе Канн, но их заменили трамваем 4 года назад. О трамвае думали и власти Нанси, но экономические данные показали, что выгоднее в данных условиях все же будет троллейбус. Другие системы Транслора, больше похожие на трамвай, работают в некоторых городах мира, хоть и конструкция у данного вида транспорта все равно очень забавная. Румынский город Решица готовится к возобновлению трамвайного движения. В город пришел первый из 13 новых трамваев турецкой фирмы Durmazlar. Трамвайная система в городе с населением чуть больше 70 тысяч человек работала с 1988 по 2011 год. Трамваи прекратили работу, поскольку инфраструктура пришла в полный упадок. Однако нынешний мэр города Иоанн Папа добился начала работ по восстановлению трамвайного движения в городе. Всего на модернизацию трамвайной линии, модернизацию депо, строительство новых станций трамвая и покупку новых вагонов потратили 80 миллионов евро. В том числе это были средства, полученные от Евросоюза в рамках поддержки инфраструктурного проекта. Линия, протяженность которой 10 километров, вернется в строй в 2024 году. На этом у меня все. Большое спасибо за просмотр. Благодарю всех, кто оценил данное видео и оставил комментарий о ролике или предложение по улучшению контента канала. Также предлагаю вам подписаться на социальные сети канала. Все ссылки в описании. До скорых встреч. Всем удачи и мирного неба над головой.